Название стрима, что стойкий запах договорняка в воздухе. Ну, сейчас, наверное, даже нет смысла пояснять за это название, понятно, что в ожидании договорняка. Еще и прям пока я писал это название, Арестович пообещал, что перемога будет 25 там, блядь, числа, короче. Уже все сказали, все будет. Ну, посмотрим. Интересно, что будет, если не будет, блин. Неудачно получится. Хотя сейчас Арестович хайпанул капитально. Но в любом случае в моем блокноте первой новостью, нужно чат остановить, простите. Первой новостью выписана новость, естественно, о падении режима Асада, потомственной диктатуры в Сирии. Вообще удивительное сходство, но о котором почему-то мало говорят, ну, на мой взгляд. Ну, может, оно не так наглядно, но политически, по-моему, очень похоже для Ирана и России. Очень похоже на... Ну, с поправкой на масштаб, конечно. С поправкой на масштаб очень похоже на Афганистан для Америки. Ну, я понимаю, что такие всякие там параллели, исторические аналогии, оно все, конечно, блядь, похоже, но не похоже ни хера, да. Но в каком-то смысле реально именно стремительное крушение чего-то, что очень долго выстраивали и большим количеством там налогов, человеческих жизней, скажем так, требовалось для того, чтобы эту конструкцию поддерживать жизнеспособности какой-то. В этом смысле очень похоже. Понятно, это типа Афганистан только для империй вот этих донных, да, не таких, как Америка. С поправкой на масштаб. Тут и нет тебе. Ну, может, просто не показывают, да? Чтобы там вот... Кстати, вы не думали, почему этого нет ни одного кадра? Ведь та же самая история. Почему не видно, как вот этот Ил-76 там взлетает российский, да, а вот эти все арабы, да, там сирийские, ну, какие-то, не знаю, чиновники Асада, там, силовики цепляются за шасси, за тележку, блядь, увезите меня, увезите в Ростов. Почему-то этого нет, мне кажется, потому что, наверное, не снимали. Не снимали реально. Там люди, ну, вот эти проамериканские, условно, силы, люди, лояльные Америке в Афганистане, все были с айфонами, каждый взял, типа, и погнал снимать, там, как, типа, падают эти. Ну, вы поняли. А тут не такой случай, мне кажется. Ну, и, может, тоже опыт учли. Это мои мысли, насколько мне это интересна тема с Асадом. Может, учли опыт, поняли, какой-то, не знаю, запрещали снимать. Ну, как-то так. В общем, похоже, но не похоже. Наверное, нужно просто хронологию восстановить. Не знаю, из политической детали только одна вещь, что, во-первых, Трамп, комментируя это, назвал одну из первых, уже 3 там числа сменилось, одну из первых цифр в своей соцсети вот этой «Правде». Да, назвал одну из первых цифр российских потерь в войне с Украиной. Что скрывается там за потерями, хуй его знает. Но в этот раз он 600 назвал. 600 тысяч человек. Ну и типа, потому что Россия завязла. Потому что Россия завязла в Украине, она не может помочь Асаду, и поэтому и режим Асада, собственно, пиздой накрылся. Ну, а вообще все это стало возможно, и эта асадовская диктатура так долго стояла, потому что Обама. Обама виноват, что и Россия туда, ну, я не знаю, можно ли сказать, провела интервенцию, вмешалась. Это, да, пытаясь просто что-то такое, что влияет на политику в мире, как-то обсудить на нас конкретно. Помню, как когда вот эта вся заварилась каша с мятежом военным, да, Пригожина, и когда его убили, то я вам сказал, что, ну, однозначно, наверное, с этим, несмотря на то, что мы наблюдаем, как летают генералы российские, кто это был? Уже не помню, Юнусбек Евкуров, да, летают по всем этим местам, где раньше это была вотчина Вагнера, летают и там переводят их куда-то в свое подчинение Министерства обороны. Понятно, что Министерство обороны явно не будет таким же эффективным, как тот Вагнер, и однозначно амбициям России, что на Ближнем Востоке, что особенно в Африке, ну, там в течение 10 лет, наверное, они закончатся просто, все закончится ничем. Не знаю, насколько здесь это связано, но тем не менее так совпало, что так совпало, в общем, и, по сути, слова в этом смысле сбылись, по крайней мере, в случае с Ближним Востоком и каким-то влиянием России там. Еще одна существует, но я не знаю, можно смело ее пока что держать в жанре контрацепции, конспирологии, да. Это версия о том, что Путин и Трамп уже договорняк свой заключили, который заключается в слитии Путиным, да, безболезненном, без сопротивления со стороны России и Ирана, сдачи, слива, сдачи.
сдачи Асада в обмен непонятно на что, ну, типа, в обмен на захват, блядь, целой Украины в Европе, ну, в общем, непонятно. Но, типа, что-то такая теория заговора существует. Сомневаюсь, и вот здесь, мне кажется, именно вопрос, скажем так, масштабности. Слишком это масштабная вещь, думаю, реально такие масштабные сделки тяжело заключать, хотя, кто знает. Ну, в общем, не могу не сказать об этой теории заговора. Ну, давайте сойдемся хотя бы на том, да, и оставим это той самой прослойке контрацепции, как минимум потому, что нет доказательств пока что устойчивых этому. Ну, блядь, а какие бы это могли быть доказательства, как вы думаете? По крайней мере, Трамп говорит, что он не связывался с Путиным, да. Ну, в общем, вот так. Афган отстал их империи. Нет, ну, все-таки еще, да, хронологию надо какую-то соблюдать событий. С 13 года, да, я этого здесь не выписывал, но пытаюсь понять, с какого года активная фаза идет войны. Интересно, вот понятно, что неподсчитываемое, наверное, число, но сколько людей вообще погибло за время гражданской войны в Сирии и в том числе в Ираке. Ну, вы видели, какой-то Джулиан там, Джулани, да, похожий на Зеленского. Ну, прямо биография у него полностью террористическая. И там вплоть до того, что американское государство за него награду обещало. Но сейчас такая фигура, видно, что, ну, хоть что-то, да, чтобы хоть какой-то консенсус найти, да. И думаю, так рассуждают все сейчас страны. В том числе, наверное, и Израиль, который под шумок там начал как-то укрепляться на голландских высотах, наверное, это будет потом каким-то предметом торгов в будущем, ну, с будущей властью, какая бы она там ни была. Интересно, насколько, вот для меня часто вообще было загадкой, куда исчезают потом такие все диктаторы, да, потому что ну, не то что диктаторы, провалившаяся власть реально, потому что, ну, вот съезжаются они в какие-то страны, но потом почему-то уходят в какой-то абсолютный инвиз, и мы знаем только о их существовании по слухам, и иногда по их более активным родственникам. Просто к чему реально, насколько после этих событий вообще мы вспомнят хоть где-то Асада там в Москве, не знаю, видели его в магазине, покупал пиво, например, да. Ну, в общем, это все интересно. 13 лет войны закончились там за 13 дней. Да, даже не за 13. Ну, в общем, вот так. Пошлите, друзья, дальше. Поскорее, ближе к телу, к договорняку. Договорняк, договорнякище. Нюхачи договорняка 5. Договорняк. Как все ждут договорняка. Договорняк, он уже где-то рядом. Радость от договорняка, как от Дня Победы. Не безосновательно. Все-таки не безосновательно. Ну, давайте по порядку. А по порядку все возвращаемся к теме, которая была на прошлом стриме. Просто тогда, кроме как все good, кроме этого все good, никакой больше информации абсолютно не было. Информации по поводу того, как Ермак поехал покорять Запад, покорять Вашингтон, поехал знакомиться с командой Трампа. Ну, там, опять-таки, только с теми людьми, которыми нужно. И, скажем так, губатая аналитика со стороны НВ, радио НВ, да. Ну, вы ее, наверное, видели, была выдана. Я не знаю, сколько она заслуживает доверия, вся она опирается на догадках и, типа, анонимных, естественно, источниках. И поэтому, ну, как-то не знаю. Получается все слишком, ну, слишком, мне кажется, краски там сгущены, потому что, ну, я бы так тоже мог рассуждать, в принципе. Поэтому, верить или нет, вы должны сами об этом думать, насколько оно действительно все так просто или реально намного сложнее, но тем не менее, губатая, это аналитика из губатой, потому что там, ну, такая женщина, да, радио НВ и ее политического обозревателя, она, скажем, такая, что встреча Ермака с командой Трампа, не то чтобы команда Трампа осталась в восторге, да и сам Ермак. Скажем так, главная готовность, да, которую можно констатировать в плане готовности пойти на консенсус со стороны, ну, Ермака и как представителя украинской влады, это то, что теперь границы не 91 года, а февраля 22 года. Это раз, чего мало. Ну и все, в принципе. Из того, чем были недовольны, это то, что, скажем так, информация, которую привез Ермак, который он рассказывал о фронте, да, пытаясь ознакомить этих политиков, да, пытаясь их ознакомить с ходом дел в Украине, в том числе и на фронте, эта информация, которую он поставлял им, она расходилась с информацией, которая как бы больше доверия вызывала у американских политиков, информацией, собственно, западной самой американской разведки.
Причем расходилась в сторону того, что, как говорит этот эксперт в новом времени, это просто пока что единственная информация, которая есть об этом визите, да, расходилась в сторону того, что Ермак приукрасил информацию для этой команды Трампа, приукрасил информацию о положении дел на фронте и так далее. И, в общем, от чего они тоже остались не в восторге. Ну и, естественно, НАТО, любимая НАТО. Ну, думаю, тут понятно, они от этого не отступают. Более того, такое чувство, что по мере роста сопротивления со стороны, ну, обстоятельств реальных, да, то есть мы были далеко очень от НАТО, и оно, ну, было, ну, на мой взгляд, остается невероятным. Но потом пришли республиканцы, казалось бы, уже даже на уровне риторики, это не те люди, которые, вероятно, будут нам его обещать, да, просто не сходится оно с их риторикой. Но мы почему-то напора только увеличили давление, это вообще, ну, по-моему, антилогично. Антилогично. Ну, здесь они остались верны своей антилогичности. Дальше продвигают это НАТО. Я просто вот думаю, какие эмоции остались, что в этом случае, что потом, чуть позже мы поговорим о уже встрече президента Зеленского и Трампа. Ну, тройная, да, встреча еще. Эммануэль Макрон. Я вот просто думаю, насколько эта мысль первая приходит им в голову и насколько она вообще доминирующая в оценке украинской влады. Я просто часто думаю о том, что если попытаться посмотреть на войну в Украине, на украинскую владу, вообще на восприятие мира переключить на какое-то арбитрарное и объективное, да, что, собственно, вроде как они могут сделать, в смысле, республиканцы. Как минимум, они все пишут в таком тоне, да, абсолютно даже не пытаясь на уровне таких риторик, да, там, как вот Байден говорил о том, что Путин мясник и так далее. За этим ничего, конечно, не следовало, но хотя бы риторика такая, да. Здесь же даже среди республиканцев нет такой риторики, да. И, в общем, исходя даже из этого, да, вот если попытаться через их призму посмотреть, да, вот они смотрят на это абстрактно, объективно, арбитрарно, что называется, насколько они пришли к мысли о том, что во многом требования Украины, да, хотя для меня они звучат рационально, и с многим я согласен, то есть, по сути, дорекнуть нема в чем. Я думаю, что, наверное, действительно мир через силу, а не через ослабление Украины. И, ну, в общем, это долгий разговор, не об этом речь. Речь о том просто, насколько на Западе они уже приняли для себя такую модель восприятия украинской влады, как то, что почти все требования, которые привозят им, которые им озвучивают, да, представители украинской влады, президент, министр иностранных дел, глава офиса президента, ну, по сути, и все, скажем так, органы исполнительной власти, министры, да, они-то тоже действуют по указке офиса президента, то есть там министр иностранных дел выпускает ту бумагу к юбилею Будапештского меморандума, понятно, по указке из офиса президента. Я просто это все к чему веду? К тому, что насколько они на Западе, все политики уже пришли к мысли, что все эти требования, которые озвучивает украинская влада, вероятно, связаны с, ну, просто политическими амбициями, да, с политическим будущим, действующей политической силой. То есть, когда Андрей Борисович приезжает и говорит, что мне нужны границы, ну, наверное, с их глаз, потому что, ну, какие могут быть объективные аргументы со стороны Андрея Борисовича, кроме того, что я хочу эти границы. Понятно, что пару метров не смогут дать Украине там ни тактического, ни стратегического преимущества в обороне в будущем, да. Ну, то есть пару этих там километров не спасут Украину, как будто бы там какой-то Амур или какие-то важнейший горный массив, да, который, или какая-то широченная река, которая могла бы спасти Украину. То есть в этом смысле, да, выход на границы не способен как-то так остановить войну и дать какой-то Украине оборонное преимущество. Я к чему, что на украинскую аудиторию логично, что заангажированную, да, ну, то есть я не даю этому оценки, это просто так, да, все за Украину, им легко это продавать, да, такое абсолютно, как бы не несущее смысла какого-то, смысловой нагрузки, какие-то такие вещи символические. На Западе же, как это видят, ну, наверное, никак, да, осознавая, что там руины городов лежат и так далее, осознавая ресурсы Украины, что взять ей как бы негде вынуть и положить особо уже и нечего, да, для того, чтобы это все реализовать, я думаю, что, ну, мысли их при прослушивании всего этого, о том, что нам нужны границы, да, Андрей Борисович говорит, неважно какие, будь то, блядь, 91-го, будь то февраля, что то, наверное, супер, ну, понятно, далеко от реализации.
Или когда он приезжает и там же где-то им говорит о том, что нам нужно, да, и это президент это постоянно повторяет, что нам нужно приглашение Украины в НАТО. Я думаю, что они приходят к выводу, что, ну, наверное, это связано просто напрямую с их политической выживаемостью, с их политическим будущим, потому что других аргументов адекватных, да, э, отзывающихся с реальностью особо нет, да, ну, больше нечем это аргументировать. Я не знаю просто, какие они им приводят аргументы в пользу своего мнения, и насколько эти аргументы способны противостоять, типа, реальности. И это печально. В этом смысле, я думаю, оценка западными политиками и вот этой администрации, которая придет на смену демократам, ну, изначально знакомство такое, что они видят перед собой людей, которые заложники вот буквально своего политического будущего. Ну, я опять-таки не знаю, насколько это вообще отвечает реальности, да, но думаю, что выглядит это как-то так, что все эти требования во многом это чтобы потом не быть уничтоженными в политической борьбе. То есть вот если бы приобрести что-то сверх того, что есть сейчас у Украины территориально, это спасло бы, ну, на мой взгляд, да, это, наверное, спасло бы действующую политическую силу и подарило бы ей шанс на, ну, не то что второй шанс, может хотя бы выжить, да. Если бы удалось додавить каким-то образом невероятным приглашение в НАТО, это тоже можно было бы выдать за серьезное достижение. А так выдать будет нечего. И, ну, там, я не говорю, что почему-то люди, у них вот две крайности, либо президента будут носить на руках, как вождя, да, он будет вот этой форме, ему еще фуражку такую здоровую купить, и тебя будут носить его на руках, там, по Хрещатику. Либо, как Каддафи, растерзают, блядь, там разорвут, все, будут носить, но уже не носить, а просто привяжут, будут возить, тягать. Мне кажется, это, ну, преувеличение. Может быть, не то, не то. Более вероятно, что просто не проголосуют и не выберут. Никто почему-то об этом не думает. То есть, если будет невыгодный мир или какой-то мир, ну, типа, не там сокрушительная победа, да, то не обязательно, что абсолютно не обязательно, что там кто-то кого-то будет растерзать. Понятно, что украинское общество устало, да, это, опять-таки, это не ключ к протестам, да, протестную, скажем так, протестную массу ее всегда можно где-то найти в небольших количествах, как то было тогда, когда гранату взрывали под Радой, да, люди тоже какие-то, понятно, привезенные, это все очень мутные истории с подрывом гранат, и потом подрывом даже тех, кто эти гранаты подрывал, прямо в зале суда подрывом. Ну, в общем, вы понимаете мутность таких политических подозрительных движений. Я это, в общем, все к чему веду, что реально какого-то там такого какой-то критической массы людей, которые завтра пойдут говорить, что как договорняк, ты шо, какой договорняк, идем, это, блядь, ну, очевидно, не соотносится вообще, блядь, с реальностью. То есть привести какое-то количество людей можно, но это не то, что может сильно повлиять на баланс сил в стране, да, политических. Но то, что если ты никакого результата не добился, то просто нечего будет предложить избирателю, да, это уже другой разговор. И я думаю, что они этого боятся. Я, в общем, эту всю мысль к чему говорил, насколько это уже стало доминирующим, интересно, нарративом в оценке вот этими всеми западными политиками, а особенно будущей администрацией президента Трампа, насколько это стало доминирующим мнением, что почти все эти требования, вероятно, просто связаны с вопросом политического будущего действующей политической силы в Украине. И что я так не считаю, это просто я озвучиваю предположение, вопрос скорее. Интересно, насколько это мнение там доминирующее, потому что мне кажется, что с каждым днем оно, наверное, только укрепляется вообще, да. Такая мысль. Перейдем дальше, да, вот эта встреча была. НАТО, то понятно, есть и перемены, что границы другие, да. Ну, в общем, вы поняли. Следующая новость по нюхачам договорняка. Зеленский встретился с Трампом и Макроном. Это как бы уже не очень хорошо. Почему они встретились все втроем, для меня лично загадка. То есть, и люди многие говорят, что договорняк, он будет связан. Это, мне кажется, убивает вообще договорняк. Ну, может, тоже, может, буду посрамлен реально. Я 25 числа, как сказал Арестович, да, ну просто не знаю, для меня это выглядит очень дико и нереализуемо. А в чем идея, что когда люди начали задаваться вопросом, почему встреча тройная, да, потому что кто-то должен гарантировать вот эти договоренности, пиздилы, неогейшины, кто-то должен их гарантировать, кто? Макрон. Макрон армией будет гарантировать здесь что-то, я очень в этом, блядь, сомневаюсь. Мне кажется, это должно сразу сеять у нас большое сомнение по поводу, блядь, адекватности, реализуемости вообще таких планов, да, касательно чужих армий в Украине. Вот. Хорошо, друзья.
Это я вообще к чему, да. Это я к встрече и почему она тройственна, если так можно сказать, в Париже. Ну, вы знаете, в Париже сгорел собор, было время, да, его восстановили, и к открытию после восстановления позвали кучу мировых лидеров. Интересно, что встреча эта, она длилась 35 минут. 35 минут это очень-очень мало. Нужно ли говорить, что для серьезного обсуждения это абсолютно недостаточно. 35 минут это... Ну, хотя у нас с вами, ну, по крайней мере, у меня пишет счетчик, что час всего лишь идет трансляция. Но не знаю, по-моему, это очень мало. Что сразу тоже должно расстраивать дальше. Дальше, что вообще началось дальше, мнения жестко разделились. Но оно, наверное, неудивительно. Я абсолютно уверен, что, и опять-таки, ну, офис президента сам для этого многое сделал, что существует два президента, да, два офиса президента. Существует это очень похоже на тот мем, где стоит мужчина, как бы у него фрак или что-то такое спереди, да, там костюм, а сзади жопа голая, в зеркало видно. Ну вот плюс-минус такой случай, в том смысле, что у них, конечно, для внутренней аудитории одна риторика, незламистів, незламахерии, там, ну, типа, понятно, потужно, и, не знаю, сложно их за это судить, но потом это создает, наверное, вот такие сложности, как сейчас. На внутренний рынок одна, понятно, риторика, ну а Трампу вряд ли он там приезжает и задвигает за незламність и потужную незламахерию. Наверное, приходится как-то чуть попроще, подубавить амбиций. И из-за этого потом, может, такая разница получается, что приходится опровергать там и всякое. Но тем не менее, что дальше началось, то совсем ужас. Ну, в общем, перед тем, как дальше что началось, давайте сразу обсудим ту деталь, что, блядь, дресс-код пана президента Зеленского. На самом деле довольно удивительно, но может это мой личный опыт, что больше всего я слышал критики на тему, скажем так, ну, стиля президента, который он выбрал во время войны, вот этого такого, ну, диктатора, что ли, да, такого крутого, ну, военного, да, знаете, как в Африке очередная хунта пришла, то они в форме сидят и журналистам вещают. Ему бы еще балаклаву. Не, ну это я, конечно, шучу. Понятно, милитари стиль. Мне сразу было сложновато понять расчет. Ну, то есть, с одной стороны, технология «мы с народом», политтехнология, да, такая была. В Киеве она вроде адекватно выглядит. Ну, а что, мы с народом. Было бы странно, представьте, если вот они выходят, там ракеты хуярят, танки горят, блядь, они выходят в костюмах. Это я просто вспоминаю те кадры начала войны, помните, когда они под парламентом записывали вот эти кружочки, что типа мы не съебались, мы на месте. То оно, может быть, и не так круто выглядело, если бы они были в пиджаках. Ну, в общем, я к чему, что на внутренний рынок оно, в принципе, работает, и главное, оно соответствует стилю слуги урода вот этой, да, всей политтехнологической компании, про, типа, близость к народу вот такую нарочитую, где ее, типа, безболезненно можно показать. Вот, но я к чему это веду, что вот критику вот этого стиля почему-то больше всего я слышал именно от американцев, каких-то американской аудитории, и не то, что эта аудитория именно особенно ангажирована, просто почему-то там больше всего этого. Это было тогда, когда, помните, президент Зеленский выступал какой-то там из разов перед американским парламентом, да, выступление перед Конгрессом, и тоже был такой разговор, но даже не в том плане, что он не уважает Конгресс, блядь, то есть американский народ, да, даже не в этом ключе, а в том, что, ну, не верят, потому что считают, ну, скажем так, представление, это как я понял, суммируя все комментарии, которые я слышал в негативном ключе о вот этом образе Зеленского, как, типа, блядь, там, что он только автомат бросил и вылез из окопа. Во-первых, они это считывают как так, вот, да, что он, типа, пытается будто бы доказать, что он только вылез с окопа. Во-вторых, у них почему-то присутствует, ну, не беспочвенная, да, но абсолютная убежденность, типа, в коррумпированности Украины, в том смысле. Я понимаю, что это звучит как-то очень ангажированно, но так уж как-то американец воспринимает Украину, что они не верят, да, они думают, что он ездит на каком-то крутом лимузине, образно говоря, да, сидит в дорогом бункере, дорогом офисе, у него дорогой дом, а это очень типа, ну и в общем вот такой дисбаланс, да, а эту форму он одевает, пытаясь нас одурачить, блядь. Ну, в реальности, наверное, все сложнее и где-то между, да. Мы понимаем, что и тоже, блядь, из офиса выбежи в бункер, забежи назад, тоже не очень в пиджаке бегать. Ну, согласитесь, не очень, правда? То есть, и понятно, что он не живет как простой украинец или там уж как простой солдат, но вроде и не стоит цели показать, что он простой солдат, правда? То есть, и, в общем, к чему все сложнее, но вот бывает контекст, и там, наверное, он тоже сыграл роль, что вот просто слишком
класс, да, и эстетика, и пафосность Заходу, скажем так, президента ставит в очень невыгодное положение. Наверное, и то выступление перед Конгрессом, и уж особенно вот это мероприятие, да, по открытию отреставрированного собора, ну как, восстановленного, да, наверное, особенно здесь этот контраст ударил в глаза. Ну, там были слова какого-то, блядь, заушного там советника Трампа, дал он этот комментарий Нью-Йорк Посту, республиканская такая газета, но сейчас у нее, конечно, второе дыхание. Кругом ее все цитируют по поводу и без. Ну и в общем к чему, что он дал комментарий такого же содержания, что и непонятно, правда, почему, но и вспоминая тогда Конгресс и сейчас встречу с Трампом, хотя это не только там Трамп был, но тем не менее, как будто бы он что, не уважает американский народ Зеленский, что он пришел в своих этих лахах, сапогах, ему что? Ну, в общем, я на это мнение не ссылаюсь, просто вижу, что выглядит контрастно, да. Ну, это, наверное, вопрос эстетики и того, что уже немного и утомил образ этот, да. И главное, ну, а что мы пытаемся сказать миру? Ладно, понятно, что пытается президент этой технологии сказать Украине. Но что он пытается сказать миру и западному политику, то есть, там, конгрессмену, да, вряд ли конгрессмен, ну, то есть он задастся сам для себя серьезными вопросами. Что этот мужик пытается этой одеждой нам сказать? Что он только вылез из окопа, или что он разделяет равномерно со всеми украинцами бремя тяжелой жизни в войне. Понятно, что оно разное, да. Я не говорю даже, что там равномерно, неравномерно, просто наши жизни очень разные. И эти все вопросы, думаю, ну, они, скажем так, скорее они будут думать о его лицемерии. Я на всякий случай в рамках интерактива сделал скриншот, который ТСН брала у него интервью по горячим следам. И оно было вот здесь где-то на улице и на фоне машины. И он в этой курточке выглядело так, будто бы просто спросили мнение какого-то проходящего мужика. Хотя президента я узнал сразу по лицу. Но просто курточка у меня у бати похожая курточка. Ну понятно, что это гораздо дороже курточка. Ну, в общем, вот так. Я просто к чему, что сейчас бы, наверное, даже на пользу пошло, если бы он одел какой-то костюм, правда? Ну, в общем, вот так. Это просто чтобы сразу проговорить про дресс-код. Про дресс-код. И контраст с событием. Ну, в общем, вот так. Так вот, да, касательно расхождений мнений. Ну, понятно, что 35 минут цены серьезно, и там каких-то пресс-конференций не было, но тем не менее, первым Трамп сказал, ну, кроме того, что президент сказал, что ну мы пообщались, и все, да. То есть ничего не сказал, то первым написал Трамп содержательно, а написал он такие вещи, что сказал, что Зеленский в целом он расположен к миру, к пиздилу, да, расположен к сделке, и, ну, вот, что-то там люди еще цеплялись за слово «сделка», но я даже не знаю, есть ли смысл обсуждать, типа, ничтожность такой претензии. Так, в общем, готов он в целом к пиздилу, и главное, что он сказал такое новое, чем, блядь, серьезного такого втыка сделал Украине, это то, что сообщил о том, что Украина потеряла 400 людей. 400 тысяч человек, говорит Трамп, Украина потеряла. Ну, потеряла это понятие растяжимое, типа бежала и из кармана выпала. Это тоже потерял, да, то есть не то, что там все они умерли, может там это вышли из строя или что такое. Ну, Трамп, тут много будет таких речей, вообще последнее время любит цифры. Причем любит он их специфически, так что типа сотня людей, сотня тысяч людей туда, сотня тысяч людей сюда, как минимум три существует версии его российских потерь. В одном посте это 600 тысяч, в другом это 500 тысяч, еще в каком-то это 800 или 700 тысяч. Ну, в общем, типа не особо он там прям точно пытается попасть, но важно, что это не 30 тысяч, не 20 тысяч, не 40 тысяч, это даже не 100 тысяч, а 400 тысяч, то есть, думаю, ну так он там не мог закинуть много, да. И он сказал, что, ну, нужно, блядь, немедленно кончать эту войну глупую, и эти потери бессмысленные с его точки зрения. Ну, понятно, какие потери могут быть осмысленные. Все потери, наверное, это хуево, и лучше без них, что делает их бессмысленными. Да, тем не менее, ну, президенту как-то пришлось реагировать. Во-первых, конкретно их счетную палату в смысле жизней, да, их статистическую тему поставили советскую под конкретный удар. Под конкретный удар что-то нужно с этим предпринимать. И пан президент предпринял, написал пост, но, видимо, не он, как мы узнали, он не пользуется телеграммом. Так что девочка-дизайнер, в смысле девочка, которая пишет телеграм, написала пост, что, типа, во-первых, блядь, самое в нем интересное для меня в этом посте, это то, что пан президент очень хитро устроился. Пан президент почти что использовал прием
только не так эффективно Лаврова на интервью Такеру Карлсону, да, которое он давал про цифры. Пан президент очень хитро поступил. Пан президент, во-первых, ну, то есть прямо он не опровергает, он просто озвучивает свое мнение альтернативное. Говорит, обновленные цифры по потерям. И там так он выстраивает мысль, получается, что он говорит, ну он не говорит, что слова Трампа вранье, он просто пишет свою версию, где он говорит о том, что у Украины потери 43 тысячи. 43 тысячи. То есть он как бы, ну, слова Трампа опровергает, да, выкладывает свое мнение, 43 тысячи. Ну, прямо он не пишет, что мы опровергаем, Трамп гнида там и так далее. 43 тысячи. Но при этом, как бы, статистику Трампа по российским потерям, он с ней не то что соглашается, он еще даже немного повышает, говорит о том, что эти цифры уже там типа 750 тысяч. Это выглядит откровенно странно и дико, потому что разница получается тогда в цифрах, ну, можно сказать, что они имели в виду разные потери. Но вы тоже так выражаете свою мысль, когда говорите о потерях вот в таком сравнительном контексте, вы типа за одну сторону говорите потери именно четко погибшие, подтвержденные по бумагам, а не пропавшие там бедствия и так далее. А за другую сторону называйте все нахуй вместе, какие можно, в том числе и от старости, и от болезней. Ну, в общем, я к чему? Это выглядело откровенно, блядь, ну, я не знаю, как плевок, блядь, в глаза. Ну, и непонятно, не западной аудитории. Там, в плане, ну, мне кажется, что по эмоциям, даже после той 35-минутной встречи, видно, что им на эту Украину абсолютно поебать. И думаю, что там никто не будет вчитываться там в посты президента Зеленского и так далее. Плевок украинцам просто в рожу с этими цифрами. Как такое можно и зачем так себя вести, для меня непонятно. Можно же и просто было ничего не говорить. Зачем? Типа, я понимаю, что... Ну, то есть я понимаю, но не понимаю. Ты ставишь свое слово против слова, ну, получается, Трампа, да. При этом твое слово, очевидно, еще и более бредово выглядит. Ну и главное, твое слово. А то его слово, оно все равно не сильнее. Ну, в общем, абсолютно непонятно, зачем это было сделано. И какой просто у этого мог быть расчет, кроме того, что подсветить эту проблему, да, что украинская держава может спокойно, не стыдаясь. Ну, сами понимаете, в общем, я не буду продолжать, буду еще сказать, что я кого-то дискредитировал. Конечно, погибло, да даже, наверное, меньше 43 тысяч, думаю. Да. Ну, в общем, это была первая итерация этого, а потом Трамп на каком-то ТВ, блядь, там канале очередном, толкая какое-то интервью, его спросили, а может ли, это моя любимая вещь, вид формулировки, а может ли такое быть, нужно ли Украине готовиться, что им уже краненько подскрутят поддержки, да. Ну, Трамп говорит, ну, вероятно, ну, типа, может быть, ну, конечно, может, ну, а что, может быть, а может и не быть, может и не быть. Да, ну, это такое одно из... Потом Трамп также повторил плюс-минус эту же мысль из своего поста, который я вам озвучивал про потери и про то, что Зеленский уже готовенький. Он их повторил, опять-таки, второй раз мы сегодня упоминаем. И, видимо, вообще эти года еще много будем упоминать. Нью-Йорк Пост, да. Трамп повторил ему, по сути, этому медиа тот же пост, говорит о том, что, ну, Зеленский уже хочет мира, это уже что-то новенькое в целом, да, уже как бы созрел и хочет как бы прекращения огня, опять-таки. Куда президенту деваться? Он говорит, что мы с ним, в смысле Трамп говорит, что мы с Зеленским обсуждали какой-то там, блядь, концепции, как бы помочь конец приблизить этой войне нелепой, да. Дальше, ну не то, что интерактив, мне придется читать, какая последовала реакция у президента Зеленского на это. Я изначально прочел это прямо в канале, да, телеграм-канале президента Зеленского. Ну, мы знаем, да, что это уже не он ведет, так что не знаю, сколько можно доверять, но тем не менее. Прочел это там и немного охуел со стиля написанного, да. Но потом я узнал, что это стенограмма как бы записана вопроса, который, как я понял, журналистка Униан задавала президенту. Очень забавно получилось, что президент говорит такие важные слова, но при этом он почему-то говорит куда-то через плечо назад. Тоже для меня это загадочно, почему это так получилось. И, в общем, чего он через плечо сказал? Я, наверное, все прочту, чтобы вы тоже были в курсе. Я наголосив и президенту Макрону, и президенту Трампу. Я просто думал, что этот пост, это типа так его и написали. Думаю, получается полная дичь.
Я наголосив і президенту Макрону, і президенту Трампу. Передусім, ви побачите, Путін не хоче закінчення цієї війни. Тому його треба примусити. Примусити можна тільки, якщо Україна сильна. Сильна Україна перед будь-якою дипломатією – це сильна на полі бою. Це сильна армія, це пакети зброї тощо, це далекобійні системи, безумовно. І Атакамси, і Тауруси, і Storm Shadow, і скальпи. Все це нам дуже-дуже сильно потрібне. І так, виключно для ударів по військових цілях. Ми це підкреслюємо. Окрім цього, гарантії безпеки. Зараз ми не можемо бути в НАТО, але запрошення в НАТО може бути. Вот это для меня самая загадка. Нахуй тогда оно нужно? Ну, остаются только, блядь, остаются только политические амбиции, да, вопрос политического выживания. Президент сам говорил о том, выступая перед парламентом, представляя там очередной план перемоги, что это как бы приглашение в НАТО — это символический шаг, говорит президент. Он говорит, что оно точно не подразумевает приглашение в НАТО, распространение на Украину статьи 5. Но при этом это символический шаг, который покажет нашу поддержку. Это ж полный долбоебизм получается. Этот шаг сделать очень тяжело западным правительством, да, прийти всем к консенсусу. Этот шаг нам никак не помогает реально. Кроме того, что, конечно, отдаляет точку консенсуса между уже Украиной и Россией, если такая вообще возможна. Но при этом мы все равно на этом настаиваем. То есть при этом ни статья 5 нихуя не будет. То есть, ну, оно не может быть гарантией безопасности. Ничего на ум, кроме того, что потом это можно будет продать электорату, сказать, что мы победили вот там НАТО, ничего больше на ум не приходит. Ну, в общем, это уже... Та, НАТО може бути. І ось такі гарантії безпеки нам уже потрібні. І про це сюди, да? І про це ми говорили. І саме так я формулюю нашу думку. Що стосується запрошення в НАТО, то про це складно сьогодні говорити з президентом Трампом. Вот это я читав і охуєл, думаю, ніхуя він написав, що совсем з ума сошел. Да, що стосується запрошення в НАТО, то про це складно сьогодні говорити з президентом Трампом, бо він ще не в Білому домі, у нього немає всіх цих юридичних прав. Я збираюся подзвонити найближчим часом президенту Байдену. Якщо в нього буде така можливість поговорити зі мною і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є чинним президентом США, і від його позиції багато що залежить. І немає сенсу обговорювати з президентом Трампом те, що сьогодні, поки ще він не в Білому домі, від нього не залежить. Зачем? Я сначала охуел, думаю, зачем он это написал? Он что, совсем с ума выжил? Потом я узнал, что он это сказал. Ну, сказать мог, не подумавший. Не знаю просто, зачем это говорить. Байдену осталось там сидеть 2 понедельника. Опять-таки, понятно, урезанность, да, хромоватость такой позиции, в которой он находится. Мандата он такого уже в широком смысле легитимного лишился, да, и любое его решение, оно будет и встречать сопротивление, и будет скомпрометировано. И понятно, что это такая уже игра, ну, не навредить своей политической силе, да, хотя бы. Мне кажется, и ложная надежда, и глупая позиция, опять-таки. Представить, что ее кто-то на Западе прочтет, что он об этом подумает, да. В этом можно углядеть какую-то атаку на будущую администрацию республіканську. Ну, я думаю, що президент просто не подумавши, сказав, ну зачем це ще й переписали. Також я хочу подякувати США і Байдену, двопартійній підтримці за нещодавний пакет. Він дуже серйозний. Пакет майже на $1 мільярд. Це серйозна підтримка. Для нас це дуже важливо. Якщо буде пауза, поки України немає в НАТО, ну так эта пауза будет, видимо, потому что членство это, как ми знаємо, приглашення это не членство. І навіть якби в нас було запрошення, а ми не були б у НАТО і буде пауза, то хто нам гарантує якусь безпеку? Ми можемо подумати і попрацювати над позицією Еммануеля. Він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, які б гарантували нам безпеку. Поки Україна не в НАТО, але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли буде в НАТО. Розуміючи наше майбутнє, це були б дуже дієві гарантії. Події в Сирії є яскравим прикладом, що пояснює, чому Україні потрібна непохитна підтримка. Это он типа про то, что Асад лишился поддержки России, его государство развалилось. То да, в этом смысле, наверное, Зеленскому нужна какая-то такая поддержка извне, чтобы, блядь, не рухнул. Ну, в общем, я не хочу дальше читать, там все типа в таком духе, но в целом-то с президентом сложно не согласиться. И я считаю тоже, что... В общем, я совсем согласен, что он написал, только как-то поздно они к этому всему пришли. Очень поздно, чуть бы раньше, или тогда нужно было другой расчет концептуально выбирать во внешней политике. Ну, вот такие новины, друзья. На этом в целом все и закончилось.
А договорняк он и ныне там. Ну, вы слышали, да, как Арестович сказал, верим Арестовичу или не верим? Я лично не верю, потому что, ну вот хорошо, предположим, нет никаких вообще ни козырей, ничего, да. Зачем же тогда офис президента такой градус заваливает всех заявлений, требований, если их раззуют на них, да, ни хера не дадут? В чем тогда им смысл? Им от этого только хуже. Это должно наталкивать нас на какие-то мысли, либо что они выжили из ума, либо что цепляются за последнюю возможность, либо что все-таки все сложнее, чем нам кажется. Ну, я еще выписал, это не то, что пост какой-то, что это бы, кстати, слуга народа, но не молодежка, как мы любим, а просто, да, слуга народа, телеграм-канал мне показал видео, где народный депутат, якого я дуже поважаю, Мерешко, да, он глава, между прочим, комитета, ну, по международке, да, глава парламентского комитета. И что вы думаете, его заставили говорить то же самое, что Украина, она вообще требует от всех западных стран поскорее приглашения в НАТО, да, и решения к этому приглашению, поскорее требует принятия в Европейский Союз. Ну ладно, Европейский Союз, ну типа, понятно, дернули ради вот этой хуйни с НАТО. Ну, типа, потужно напрягли все дипломатические фронты, но понятно, кто, кроме меня, посмотрит это видео Мэрешко. Понятно, что куда-то на внутреннюю аудиторию транслируется. И что делать, если этого не будет, что вероятно, непонятно. Все, друзья, новости закончились, читаю чат. Очень хочется курить. Папич, мамич. Возможно, сейчас для Сирии наступают лучшие времена, я на это надеюсь. Ну, посмотрим, опять-таки, исходя из комментариев этого Джулиани, ну я забыл, ну короче, вот этот головорез, да, то он говорит, что то и раньше головорезом было. Сейчас я продумал, и он очень интересно говорит, меня эта строчка очень улыбнула. Он говорит о том, что я уже стал более продуман, более взрослый. И я считаю, что ценности, они не должны превалировать над опытом и, ну, расчетом, да, над целесообразностью. Конечно, если у тебя, блядь, ценности радикального исламизма, забивания людей камнями, сжигания людей заживо в GTA RP, да, утопление людей в решетках заживо, да, побивание камнями, сбрасывание с крыш, ну, в общем, отрезание голов, осуждаем это все в GTA RP. Если у тебя такие ценности, то да, лучше, конечно, превалировали другие, это факт. Но вот задумался, что разные бывают ценности, и о каких-то можно так сказать, а его особенно лучше, чтобы что-то другое над ними превалировал, какой-то расчет. Так что да, ну я не знаю, как там у них будет. Наверное, у них долго еще будет все полное говно. Возможно, еще очень долго, ты знаешь. Ну и к тому же не один же он там, да, присутствует. Там еще хуева гора разных других боевиков мощных. Но Арестович не говорил, какого года, think about, но он это привязывал к инаугурации. Уход Асада в Сирии является огромным успехом для США. Это усиливает американское влияние на Ближнем Востоке. Ну, сокращающееся влияние, нужно сказать, да, в первую очередь в Ираке. Например, последние годы моей жизни тоже немного похожи на события в Афганистане. Это огромная катастрофа для России и Ирана, да, невосполнимая. Похуй на Дамаск, если есть посадка осуждаем. Ни у одного да, понятно. Все отвлеклись на Сирию, журналистской BBC дали время пожить. Я думаю, что это тоже фейк. Центр протидии дезинформации не разобрался. Это же легко можно наложить вот типа заставку BBC, будто бы журналистка говорит, что ее заебала Украина. Она что, Украина ну, она что, не любит Украину? Не хочу говорить украинофобка. Я думаю, это наложенная там нейросетью хотя бы звук. Вы не проверяли, вы наверняка на фейк развелись. Прем'єр-міністр Сирії, да-да-да, лишився, він то пішов додому, у людини яйця. Ну да, молодец. Так вроде уже назвал, да, назвал. Да он там постоянно цифры разные называет, но я не знаю, сколько это серьезно все. В Германии прошло множество митингов сирийцев, празднующих свержение Асада. Я живу в Мюнхене, и на выходных был праздник, на котором тысячи сирийцев аплодировали. Красавцы они. Ага, может быть, они хотят вернуться в Сирию сейчас, ну вот у них бы и спросил. Когда прижился на новом месте в Европе, я думаю, не очень хочется ехать назад в Сирию, там, где еще и хуево, понятно, все развалено. Это странно было бы. А ведь про первом сроке Обамы началось тотальное закручивание. Гай говорит, Обама! Украина, втраты, 70к вбитих, 35к без вести Бутусов. Был такой нам, заявляв такое на днях. А прикиньте, через 5 років українці будуть пилить
в Сирию як біженці, да что мы с ума сошли. Слив Асада в обмен на слив Асада, ибо нет сил тянуть эти... Да, хорошая мысль. Ну да, понятно, я думаю, что безболезненность слива связана, наверное, ну как и в Афганистане, с невозможностью, типа, дальше, ну, надо отключать от аппарата уже, было. Нет никакого смысла поддерживать дальше, не жизнеспособно получилось. Я думаю, это безумие, что повстанцы состояли из самых разных группировок, от исламских группировок до обычных оппозиционных групп, и все они преследовали цель свергнуть Асада. Ну, логично. Асад, видимо, никогда не был популярен в Сирии, да... Блять, что у нас какой-то пропагандист? Пацаны, не ведитесь, смотрите на хип-хоп НР, а то сегодня так, а завтра вы уже где-то на этой самой, на вербовочной базе какой-то перевалочной исламской державы, и где-то там в тренировочном лагере. Готовитесь к их излюбленному приему, вот этому как карболу, да, когда начиняют тачку взрывчаткой и вас отправляют ехать. Могу ошибаться, но в 39-м никто из финнов не собирался терзать ни пресс, ни Маргеза. Тут да ты сравнил только, да было. Не, ну я этого мнения не разделяю, да, вот это разорвут, что-то у людей такое мнение, типа, выйдут люди на улицу, разорвут. Кто выйдет, блядь? В начале войны Зелена Роба казалась сильным ходом, потом приелась. Не знаю, мне сложно оценить, но на внутреннюю аудиторию, думаю, працюю. Опять-таки, тут надо думать, насколько оно было бы адекватно, опять-таки, если бы были не в этих костюмах. К тому же я бы, ну, не отбрасывал все-таки дискомфорта, потому что обычно такая претензия вот там с Запада, где даже типа, ну, зачем, он же там тупо в комфорте живет. Я, блядь, не знаю, насколько это так. Может, там бомбы падают, блядь, ракетные удары, они побежали, там упали. Ну, все типа, ну, как, не знаю, как в рекламе этой одежды, да, которую он носит. Я не знаю, как оно, поэтому не хочу говорить. Также нужно сказать, что он же ездит, ну, правда, можно было бы тут тогда, когда ездит на вот эти прифронтовые, тогда только одеваться. Но это такая мелочь. Но просто где-то контраст слишком разючий, да, разительный, слишком бросается в глаза, когда там такой дресс-код, а ты так, то оно прям бросается в глаза. Но это, согласитесь, мелочи, да. Но я сам виноват им, что посетил столько времени. Трамп просто любит старые церкви, поэтому там встретились. Не такая старая церковь, как в Киеве, но все же, ну, по версии Трампа старше, бы там по несколько тысяч лет нашим церквям по версии Трампа. Сравните Зелю с Биби. Биби, Бенемин Нетаньяху, всегда в костюме выходит, хотя у него страна тоже война. Даже броник поверх костюма надевает, когда Биби на фронт приезжает. Ну, слушай, я не знаю. Наши войны немного разные. Это одежда чрезвычайной ситуации. Если оденет костюм, то сразу станет будничным, а ситуация рядовой. Рядовой, да и хуй его знает. Ничем не могу вам сказать. Ну, реально, я понимаю, что это было бы событие, но реально, сколько в наших с вами условиях события действуют, работают? Да, я представляю, если президент реально одел бы костюм. Нет, ну, может, если бы он поехал в этот собор Парижской Богоматери в костюме, то, может бы, и не было такой волны. Но если бы он сегодня записал обращение в костюме, все, блядь, разорвало бы интернет договорняком. Все бы говорили, все, война, конечно, все. Ну, видно же уже все, уже подтвердил. То есть я понимаю, что это щит тоже попробую этот дресс-код теперь смени, но 190 тысяч убитых против 43 тысяч убитых. Ну, такое соотношение. Ну, вы знаете, вот мы уже когда-то такую телегу проходили. Тут еще можно Бутусова вспомнить. Когда-то уже такую телегу проходили, но мне кажется, что, ну, нет смысла, наверное, там пытаться честно о цифрах рассуждать, ну, не имея никакого реально о них представления. Просто пытаюсь понять хотя бы разницу. И насколько она разюча, да, из этого сделать какой-то политический вывод. У вас это даже 97% на выборах было. Как это не поддержали? Разочаровались. Привет, Дионисис. Какое образование получал? Как ты думаешь, блядь, какое? Ну, видимо, не очень качественное. Вітаю, друзі. Зайшов сюди в перший раз. Стрімер виглядає дуже круто. Хотів запитати, чи є серйозне майбутнє. Ну, дякую, да. Майбутнє в українській політиці, у нашій молодої українській інтелігенції, тобто у таких, як Миланка Подоляк та Стерненко. Конечно, все впереди у них еще. Я бы даже так сказал, наше будущее, ну, тех лохов, которые остались в Украине, оно в их руках, вот этих людей, да. Почти что без 5 минут. Сегодня у нас с вами будет такой стрим, вот без сигарет, это как секс, но не по любви, а такой механический чисто. Ну и короткий, естественно. Естественно. Четкие православные, четкие еще бы, а что бы им быть нечеткими.
Кстати, да, поняли, актуальность там мема выросла про курдского босса, да. И там как этот курдский босс выглядит, это значит такой мужик, у которого здоровенные такие четки, где одна бусина как мяч, и он сидит их перебирает, типа. Ха-ха. Да. Ну, в общем, да. Это президент был Курдистана. Прекращение огня в Украине будет 25 января или где-то около того, Арестович. Хорош. Помнишь, как мечтал о том, Помнишь, как мечтал о том, да, Трампа, как те его... Я не мечтал, мне похуй. Я хотел бы, чтобы... Бля, ну лучше тебе не знать реально, о чем я мечтаю. Мне поебать, это я так понимаю, что у них такой расчет был, да, как одна из версий. Это даже не то, что я мечтаю, это даже не то, что я придумал в полной мере, да, это об этом писала какое-то западное медиа. Как тебе его заявление? Собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее... Да, я видел, да, если у него будет такая возможность, я охуел с этого заявления. И поднял вопрос о приглашении в НАТО, потому что он сейчас является действующим президентом США, от его позиции многое зависит. Нет смысла обсуждать президентом, ну да, мы это еще сегодня почитаем. Это типа кроме света еще и огонь отключа. Да, прекращение огня в Украине. Сначала прекращение электричества в Украине, потом прекращение воды в Украине, а там уже гляди и огня. Да, ну я просто не пойму, а в чем вопрос твой? Я эту хуйню мы еще обсудим, естественно. Что еще же, блядь, обсуждать? Ну, во-первых, не НАТО, не НАТО. Ну там, блядь, уже хуй пойми, блядь, что они хотят. Приглашение в НАТО. НАТО вообще было круто. Но НАТО пока что нет, вот для того, чтобы НАТО нас начал еще приглашение в НАТО. Поэтому хотя бы приглашение в НАТО. Оно нихуя не дает, но надо приглашение в НАТО. Это сейчас я кратко пересказал, собственно, позицию украинской державы. НАТО нам не надо, ну да, лучше Аль-Каида, чем НАТО. К тому же Аль-Каида сейчас какие успехи, блядь, целую Сирию, да? Ну, половину, ладно, не целую. Ну, добрую, да, со столицей взяли. Раз и взяли. Так что да, Аль-Каида, можно сказать, успешнее. Приглашение в НАТО можно продать избирателям, или это вообще необъяснимая хуйня? Это единственная, типа, мысль, которая мне приходит на ум. Ну, в смысле, буквально именно это я и написал в блокнот. Так если будет приглашение, то можно подороже расторговать отказ от НАТО, нейтралитет. Так как ты, блядь, что-то расторгуешь, если ты приглашение в НАТО получил? Ты как бы все уже не расторгуешь ты отказ от НАТО. Отказ от НАТО подразумевает отсутствие приглашения в НАТО, причем со стороны Украины, да? Хоча б. Пожарив чебуреки собі, тільки не зі звичайним тістом, а й з лавашем і майже без олії. Вийшло класно, тільки сулугуні треба було більше і кращої якості брати, бо АТБшний фігня. Щось останнім часом готував на своїй омріяній кухні, постійно що готовлю. Вчора рульку запікав, наприклад. Не знаю, готовлю потихоньку. Получается, что украинское общество топит за джихадистов, мы все за джихадистов. В джихаде бывает победа, потери бывают не зря. Да и у нас сколько общего, подумай, да. Они на пути джихада, мы на пути джихада. У них зеленое знамя. Или черное уже знамя, да. У нас тоже знамя. Короче, общего дохуя. У них адмирал-генерал, как в фильме «Диктатор», у нас тоже. О, охуенно. Новина, яка вразила. Сворачивают вузы, но сделали медийный акцент на медвузах. Осталось только сказать, что в самых полезных для жизни вузах больше всего ухилянтов. Да, я видел. Ну, что ж тут сделаешь, блядь. Людей стільки нема уже, наверное, на те вузы. Хотя... Не, ну реально нема. То раньше еще приезжали, кто-то приезжал туда учиться. Ну, я нихуя не понимаю в их вузах, так что похуй. Хай хоть все засокращают, уничтожат. Печально, конечно. У тебя есть какая-то лампа. Что-то вы дохуя вопросов технических задали. У тебя есть какая-то лампа за вебкой? Если да, ты знаешь ее характеристики, как выбирал? Это обычные лампы накаливания, валяются на полу два советских фотоосветителя. Ну, это просто такие алюминиевые, как бы, блядь, плафоны, да? С такой, как бы, жабкой крепления, да? Прищепкой. Хуёвые, откровенно, очень плохого качества. Это у моих родителей были. И туда вкручены две LED-лампы. Ну, я не помню, какая там температура, но теплая. И сзади еще, кроме этих двух фотоосветителей, еще одна настольная лампа стоит на полу. Вот так, блядь. А что за микро? Микро самый бомжатский фифан, что-то там. Просто это фильтр ОБС хороший.
У них бороди, у нас бороди, да, і усов нема. Аллах велик, це правда. І ахах теж, да. Ти пробував львівське різдвяне пряний цитрус? Просто кайф. Ні, не пробував. Я последний раз львівське різдвяне пил на... Нахуй. Ну как, на Різдво, да, зимой 21-го по ходу года где-то. Мне да, я понял, я видел стойки, но вы известный сионист, поэтому меня это не удивляет. Про договорняк между Израилем и Асадом Путиным это уже шиза, но он там не утверждает вроде. Я вообще не помню, но и мне похуй, наверное, понятно, что каких-то они существовали. В любом случае, в мире каких-то договоренностей они точно существовали. Просто вопрос каких, да. Чипсы, которые не Лейс и сейчас через фирму-прокладку называются Хрум. Удивительно вкусное за счет того, что не жирно. А еще все акционеры русские, выбор очевиден. Не ем чипсы, нечего сказать. А для чего нашим можно властям новить тюрьмы? О, блядь, точно забыл взять. Забыл этот фрагмент в качестве интерактива вставить. Потому что люди писали в чате, в Телеграме. Кстати, на того, что... Боже, как звать ее? Быстро напишите. Новый министр юстиции Украины. Писали, в каком контексте она имеет в виду тюрьмы, что нужны новые тюрьмы, типа обновить тюрьмы. Нихуя, я послушал, как она говорит это с трибуны, она там долго что-то манджосов, она там что-то долго минжуется, что-то и пытается как-то сформулировать так, чтобы не вышло так, что нам нужны новые тюрьмы. Но в итоге она подбирает слова и все равно заканчивает на том, что Україні потрібні, ну, нові тюрми, мы там уже, блядь, короче, ищем финансирование. Удивительно, полстраны сидит, полохраняет. То есть, что страна сокращается стремительно по населению, а надо новые тюрьмы. Ну это же ёбнешься, что-то тут неправильно, блядь, видимо, как-то дела идут. Да, ну, в общем, такая хуйня. Ну, я не знаю, может, много тюрьм в оккупацию попало. Хуй его знает, короче, в чем там проблема у них. Ну, надо новые тюрьмы, значит, надо. Чё тут, блядь. Ну, понятно, что это так, ну, в рамках парламента Украины абсолютно, как там обычно, бесполезная хуйня прогоняется. В смысле, ну, пришел звітувати министр о какой-то хуйне. В этом случае министр юстиции. Понятно, что там все это, оно не нагружено смыслом и, вероятно, никогда не будет реализовано. Мы то-то, то-то хотим увеличить надой, так-то, так-то. Ну, там люди сидят в телефоне, никто это не слушает. Так что я бы, конечно, серьезно прям к этому не относился, но все равно смешно. Пробовал черниговский Белонич, как тебе? Да не помню, но все это пиво моча, пацаны, о чем речь. Как вам грудастая годка без угла? Ничего об этом не знаю. Тюрьмы незламности. Ну, дохуя военнопленные занимаются. Плюс те, что пострадали или в оккупации. Ну да, лагеря, наверное, надо строить. Он вроде удивлен просто, что Израиль не хочет с Аль-Каидой, пришедшей к власти, дружить. Да, не, ну в смысле, это... Ты шо, какая Аль-Каида? Это прозападная оппозиция. Надо ковать железо, не отходя от кассы. Как тюрьмы... Так тюрьмы реально нужны, потому что до хрена военнопленных, плюс до хренища коллаборантов. Ну и по военной части тоже есть кого сажать. Да у них просто все коллаборанты, и ты станешь коллаборантом рано или поздно. Тюрьмы нужны, конечно. Коллаборантов дохуя у них. Если строить вверх, то они из окон малявы будут посылать. Да все лучшее уже было построено, причем нашими дедами. Надо лагеря хуярить. Лагеря жизни. Лагеря для повышения концентрации. А строить их, ну, да я не знаю, в глуши какой-то. Ну, где у нас такая прям пердь, откуда точно выхода нет. На ум сразу приходит Кировоградская область, Черкасская область, Черниговская область, Сумская область. Ну, сейчас там, правда, горячо, хер что построишь. Ну, вот Кировоградская область, отличное место. Министр зоны и блатняка. А вы помните, я вам рассказывал, как я нашел место, в котором было опровержение фейка про покупку с сыном Дмитрия Кулебы Егором Кулебой, да, я это уже запомнил. Егором Кулебой трона из «Игры престолов» за большую сумму в долларах, сотни тысяч долларов. Да, так вот, я вам рассказывал, что в Украине столько расплодилось органов, ебать, которые занимаются опровержением фейков. Надо бы их подсобрать в одно министерство. Там какой-то страшный скандал был с тем органом. Оказывается, туда назначили главой кого-то, не погодившись с нужными людьми. Высокая конкуренция. Ну, понятно, ниша, еще одно такое жирное, ну, место. Лишним не будет посадить там знакомого или кого. То там очень какая-то серьезная борьба возникла. И сняли сразу же, скажем так,
временно исполняющего обязанности, по-моему, этого органа голову стратегічних коммуникаций при Министерстве культуры Украины. Вот так все сложно устроено. Короче, при Министерстве культуры Украины еще один орган, который называется что-то там стратегичные коммуникации, но типа борется с фейками, бо а хули еще делать? Это самый простой вид деятельности, по сути, да? Так что вот так. Такая сальная должность, что аж там, блядь, заказных постов я прочел, типа, миллион. Вагон и маленькую тележку. Может это, блядь, хер его знает. Может это как-то с Кулебой связано тоже. Кулеба, кстати, написал оправдательный пост, но мне лень его зачитывать, про лопаты. Про лопаты. Что он имел в виду под лопатами и почему он сам не с лопатой. Он говорит, что я вот забыл, а сейчас вспомнил, что там было написано. Он говорит, что я, наверное, больше всех среди украинской влады, да, среди украинского правительства больше всех причастен к поставкам хоть какого-то оружия украинцам, чтобы они не бегали с лопатами. А мне эти лопаты дорікають. Меня это обижает, говорит он. Стратегічні комунікації це як? Ну от є комунікації обычные, да, а есть коммуникации типа суперважные, стратегичные. Просто хуйня какая-то очередная, чтобы посадить туда своих друзей, любовниц. Ну так. Стратегічні комунікації це як? Відповіли. Ждем Міністерства договорняка. Ну, не лишнім було би. Міністерство якесь таке по комунікації. Тоже. Хотел блины на лопате? Хотел. Лопатой литий будемо выкопывать для американца. Понял? Не проканало. Не вышло продать ничего. Литий там какой-то и другие ценные ресурсы. Ну, по крайней мере, как-то... Ну, скажем так, не получилось ожидаемого эффекта, да. А тактические коммуникации будут, те, которые средней дальности. Интересно почему-то, что стратегичні коммуникации вони поважають, а ось тактичні коммуникации, ну просто это уже будет слишком, да. Типа что-то, что координирует коммуникации внутри держави. Уже лучше Міністерство Чиназиса. Тактично-еротичні комунікації будуть. Десь бачив такий російський фейк на днях, значить, в чому він заключається? Что глава горсовета, по-моему, Эдинбурга был активным проукраинским митингарем. Митинговал под консульством, что ли, в Эдинбурге российским. И потом его уличили, значит, в множественном, да, повторяющемся домогательстве до украинских беженок. Верим или все-таки это очевидно какая-то это российская информационная кампанія? Ну хай не розстроюється Кулеба. В інтернеті можуть і маму згадати, а так лише лопатами дорікають. Я не знаю, что тебе сказать. Я не знаю, с одной стороны, с другой стороны. Уважаю труд Кулебы, но, наверное, больше сказать уже не могу. Кременчуг что-то знает. В Кременчуге лидеры партийных ячеек собирают заседания, на которых обсуждают избирательные вопросы. Представители партий, которые сейчас у власти в городе, уже забронировали билборды на весну-осень 2025 года и ведут переговоры о покупке телеграм-каналов. Ну, я всегда говорил, не знаю, наверное, это и здесь применимо, но сейчас, понятно, вероятность значительно выше стала того, что начнется политическая жизнь, да, и электоральный какой-то процесс там. Но в этом смысле политика так устроена, эти все партии и там бесконечные разные люди, что, ну, они все время живут, как будто бы завтра будет политика. Они постоянно там в рамках там дозволенного на тот момент работают. Поэтому не делал бы с этого сверх что-то. Не делал бы из этого такие выводы, как рептилоиды позвонили в Кременчугскую ячейку «Слуги народа» і сообщила, що скоро будуть вибори. У мене був знайомий араб, який хизувався, що стратегічно комунікував з нашими Ну що ви таке пишете? Будеш участвовать в розыгрыше ключа на сталкер от «Повернись живым». Нахуя я мог бы купить игру? Нужно всего лишь поставить лайк и подписаться на канал. Мой? Можна. Та буде договорняк точно, але про всяк випадок шукаю гарну палатку, спальник і боти. Коли ти казав про плодіння дезінформаційних установ, то я не звернув увагу, але буквально наступний день бачу переклад якоїсь статті Тімоті Снайдера із підписом «Переклад студентів КНЕО, практиканти лабораторія протидії дезінформації КНЕО». Ніхіра себе. Це кроляча нора набагато глибше, ніж ми думаємо. Припускаю, ОП хочуть створити
ОП хочуть створити групу підконтрольних стукачів і своєрідну ехокамеру експертів-дезінформаторів. Ну, я б так далеко не заходил, ну, просто популярна эта борьба с фейками и на Западе, и везде. Ну, создаешь как бы, это же очень удобно, подумай. Ты создаешь, по сути, обычное медиа, да? Но при этом оно финансируется государством или грантом, и как бы строит из себя вид арбитрарной истины в последней инстанции, потому что типа опровергает неправду. Если задуматься, это новое слово, правда, в информационных кампаниях. Ну и там действительно, да, если говорить о государственном финансировании и отмывании денег, да и с грантами та же история, да, и теми, кто их реализовывает, но тем не менее, чё, сын Кулебы покупал Мерседес, блядь, Гитлера постоянно мне этот Мерседес покоя не дает, извините. Покупал он трон из Игры Престолов? Ну нет, не покупал, чё б не развенчать, хорошо, люди будут знать. Ну, лаборатория протидии дезинформации, это серьезно. Какие, интересно, в этой лаборатории опыты ставятся? Нихуя себе, чё у Кроха за такая буква А? Премьера второго сезона Аркейна. Не хочу даже знать, что это. Он пишет: будешь участвовать в розыгрыше ключа на сталкер от ТЦК. Нужно всего лишь прийти и обновить данные, друг. Я давно вже відвідав територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, оновив дані, зі мною чемно поспілкувалися, чемно мене там поставили на облік, чемно, ніяких проблем, мені чемно повернули документи, сказали, чемно, все буде чітко. Нужно больше борьбы с фейками, чтобы было над чем рафлить. Так а чем тут рафлить? Ну, в смысле? Нужно больше фейков, может, чтобы было над чем рафлить. Представь, если бы каждый день выходила новость, ну там, не знаю, где-то на Russia Today условно, или где-то еще в каком-то органе российском, там плюс-минус, сидели люди, чесали репу и думали вот, как каждый день выпустить новости о каком-то новом украинском чиновнике или его семье с покупкой какой-то новой неординарной хуйни, да, там. Там, может, такое даже и было. Купили там условно пенис Наполеона, да, купил себе Зеленский. Ну, как-то так. Проблема в тому, що Росія справді сильно вкладається в ІПСО, і це не міф. З цим влада має боротися, але проблема в тому, що в нас так весело, що їх важко відрізнити від реальності. Не знаю просто, як з цим боротися. Ну, типа, создать орган, который будет заниматься развинчиванием цих мифов, то есть говорить, что это не так. Реально, в Центрі протидії дезінформації встречается такой вид развинчивания мифов и борьбы с фейками, как просто говорить, что нет, это не так на самом деле, без аргументации. Ну, по-моему, это трата денег на ветер. Я не знаю, насколько реально оно там эффективно, да. И насколько оно противодействует распространению этого ИПСО, да. Уже обсуждали лесенку дурачков из президентов? Конечно, нет. Припуций Наполеона. Надеюсь, это не банворд какой-то, я сейчас сказал, Цупис Наполеона. Я представляю опыт в лаборатории, анализ видео Олега Соски. Ну просто лаборатория, это же еще нужно создать ну типа условия, да, эксперимента. То есть сначала им надо фейк создать в рамках лаборатории, чтобы он был управляем. И не дай бог не вырвался на свободу. І потім этот фейк там розвінчать. Це мощно. Щоб не було дезінформації, треба створити єдиний марафон. Слушна думка, дійсно. Ти бачив новину, що Зелебоба не читає телеграм з міркувань безпеки. Тепер виявилось, що і наш Вова читає все із папочок, лякає. Ні, ну чого із папочок, не читає телеграм. Може він читає чати в WhatsApp там. Или еще какие-то западные медиа. Но я не сомневался. А вы думали, что у него на телефоне стоит Телеграм, типа, и он читает там все наши каналы, подслушана там какая-то хуйня, хуевая какая-то там хуйня и так далее. Я думаю, понятно, что такого доступа нет у него. Да и такой объем информации. Нема часу, думаю. Понятно, что вопрос, скажем так, поглощения первым лицом информации в наших условиях, это реально сложный вопрос, и не первый раз говорят о этой самой теплой ванне. Ну, не знаю, насколько оно так или не так. Это же невозможно проверить. Якщо потужний фейк, то про нього хтось запитає прес-секретаря президента чи якогось там міністерства, а вони і скажуть, що все неправда, все врете. Нащо тут якийсь орган треба? Ну от людина, копіювар, да, пише вверху, що ну, держава повинна протидіяти. Как она это может делать? Ну, типа, не знаю.
Если б просто они этим руководствовались, то не знаю. В лабораторії треба розробити додаток антифейк для ПК і смартфонів обов'язковий для встановлення. Так вважаю. Гарна думка, понял? І щоб, ну, кроме того, что он стилит данные там, твои, надо еще, чтобы он, не знаю, к каждой новости критичній по відношенню до української держави, да, или до украинской влады, скорее, подписывал типа фейк, да, там подчеркивал и сноски были о том, что правильно. Ну, в общем, как это бывает. Не читає Телеграм, проте має власний телеграм-канал з галочкою. Ну, по-моему, ничего странного. Это обычная, скажем так, его медийная активность, да. Має и має. Он еще на Фейсбуке має, там, и в Инстаграме має. Я думаю, понятно, что лично он, наверное, все это не ведет и не администрирует. И когда вы читаете его пост, ну, я понимаю, что это странно, что я сейчас говорю, но когда вы читаете его пост, это не он его написал, а там какая-то девочка, коммуникаційник потужний. Своїми ЦПД вони відволікають Центр протидії дезінформації, вони відволікають українців від по-справжньому потрібних речей, деколонізації і боротьби з імперськими наративами. Чому? Саме ЦПД, оно ж ви там участвує там, ні? Таки Верховна Рада заборонила Телеграм на території Верховної Ради та для працівників держустанов, проте має свій телеграм-канал. Ну да, я ще знаю, що в університетах позапрещали Телеграм, що реально создает проблемы. Ну, когда я учился, это было основное средство коммуникации. Так, та ніяк, єдиний варіант не пиздіти самим. Але яка влада на таке підпишеться, я не знаю. Ну, я про це і говорив в тому самому відео про Арестовича. Хороший реально варіант иметь какой-то запас. Запас доверия народа. Як думаєш, Трамп свою True Social пише сам пости? Бля, ну судя по їх дегенеративності, наверное, сам. Трамп виклав фотку з жінкою Байдена і написав, що навіть вороги не можуть вистояти. Я коли побачив, аж присів. В цьому світі хочу бути качкою. Я согласен, но слушай, мы же не проверяли, насколько это реально правда и насколько это верифицируемо.